Дорогие друзья, представьте, вы просыпаетесь утром, а ваш торговый бот уже заработал $100, пока вы спали. Не нужно следить за графиками, не нужно нервничать из-за каждой свечи. Это не фантастика, это реальность, которую создали наши партнеры с сайта Крипторесурс и которой я пользуюсь с 2025 года. Меня зовут Федор, и сегодня я покажу вам конкретный способ, как автоматизировать торговлю на Bybit и получать 15, 20, даже 30% прибыли в месяц практически на пассиве, лишь изредка поглядывая на то, как бот приносит вам доход. Я не могу гарантировать, что у вас будет получаться то же самое, я лишь рассказываю о том, какой профит приносит мне мой бот, пока он работает. Почему моим словам можно верить? Я в крипте с 2016 года, с 2018 года активно торгую, владею теханализом, Smart Money, Price Act, прошел не одно обучение. А как программист владею несколькими языками программирования и понимаю, как работают торговые алгоритмы изнутри и как их можно автоматизировать. Но сегодня я покажу вам не теорию, а реальный инструмент, который в последнее время использую сам и на демо-аккаунтах, и на реальных деньгах. В этом видео вы получите полную пошаговую инструкцию от регистрации на Bybit до запуска первого прибыльного бота. Я покажу вам все шаги: регистрацию на бирже, создание аккаунта, настройку аккаунта, получение API ключей, покупку VDS, виртуального выделенного сервера, размещение на нем и создание первого торгового бота. Вам не нужно уметь программировать, просто повторяйте за мной все мои действия. И к концу видео даже новичок сможет запустить своего первого торгового робота. Я покажу свой реальный аккаунт, свои настройки и результаты. Опытные трейдеры узнают, как оптимизировать стратегию под свои нужды. Сервис, о котором я рассказываю, это не просто очередной бот, это целая экосистема для автоматической торговли, которая использует продвинутые стратегии Pump и Dump, DCA, Martingale и торгует по четким и в то же время гибким правилам. Называется эта система Крипторесурс. Ссылка на регистрацию в ней есть в описании. Это моя реферальная ссылка. По ней вы получите приветственный бонус от сервиса. Но, кроме того, я поделюсь со своими рефералами файлом торговой стратегии, которая принесла мне доходность более 100% за последний месяц. Одним нажатием кнопки «Загрузить стратегию» вы сможете запустить торгового бота, работающего именно по этой стратегии. Я тестировал более 20 подобных решений за последние 3 года. Это и торговые боты на самой бирже Bybit, как спотовые, так и фьючерсные. Это сервисы типа Tricomos, Veles. Я писал своих собственных ботов. И этот, пожалуй, единственный, который показал стабильную прибыльность на дистанции при разных фазах рынка. Бычий, нейтральный, медвежий. Если вы не хотите досконально вникать во все, о чем я буду рассказывать далее, или у вас на это нет времени, то внизу есть ссылка на мой аккаунт в Telegram, через который вы можете обратиться напрямую ко мне. Я оказываю платные онлайн-консультации, подключаюсь к вашему компьютеру через сервисы типа AnyDesk или TeamViewer и вместе с вами настраиваю и запускаю вашего первого торгового бота. Вместе с тем, поймите меня правильно, я не хочу быть человеком, которого каждый школьник может вызвать за 300 рублей, чтобы я ему настраивал бота и всю инфраструктуру. Я говорю про людей, которые ценят свое время и хотят побыстрее запустить процесс торговли и прироста вложенных средств. Если это про вас, пишите, выходите на связь. Итак, начнем. Первое, что нам нужно сделать, это зарегистрироваться на криптовалютной бирже Bybit. Регистрироваться на любой бирже лучше всего по реферальной ссылке. Я мог бы дать вам свою реферальную ссылку, но по опыту работы с торговым ботом настоятельно рекомендую зарегистрироваться на бирже по реферальной ссылке сервиса. Заходим на сайт Крипторесурс, регистрируемся там, ссылка есть в описании. И далее в раздел «Партнерская программа». Находим там партнерскую ссылку Крипторесурс
на бирже Bybit, нажимаем ее и переходим для регистрации на сайт Bybit. Если у вас уже есть аккаунт на Bybit и вы хотите пока только попробовать, можете пропустить этот пункт и сразу перейти к настройке демо-торговли. Почему надо делать так, как я рекомендую? Когда вы все настроите и начнете прибыльно торговать, вы будете платить сервису комиссию 25% со своей прибыли. Если же вы зарегистрируетесь на бирже Bybit по реферальной ссылке от CryptoResource, а не по моей, то комиссия будет уже 20%. Чистая экономия 5% от вашего дохода. Поверьте, это ощутимая разница. Я, когда запускал своих ботов, допустил ошибку. Стал делать это на своем основном аккаунте. И потом пришлось регистрировать новый аккаунт и начинать торговлю там. Не допускайте повторения моей ошибки. Сразу делайте правильно. На сайте Bybit вводим свою электронную почту, придумываем надежный и длинный пароль и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Она сейчас называется «Получить приветственные подарки». Далее система проверяет, что вы не робот, вам нужно навести фигуру на ее проекцию и совместить. После этого отпустить кнопку мыши. Bybit отправляет на вашу электронную почту код. Вам нужно его ввести в этом поле. Далее нужно пройти процедуру проверки личности, либо на компьютере, либо на смартфоне. На смартфоне удобнее. Для этого установите приложение биржи Bybit, войдите по установленному e-mail и паролю и продолжите процесс верификации. Подготавливаем один из 3 документов – права, паспорт или загранпаспорт. На компьютере можно использовать качественный скан. Загружаем или фотографируем. Если все читается, переходим к онлайн-проверке. Для этого должна быть включена камера или в браузере разрешено ее использование. Если камеры нет, используйте смартфон. Нужно поместить свое лицо в камеру и несколько раз прокрутить головой. Следуйте подсказкам Bybit. Итак, после того, как мы зарегистрировались, прошли проверку, следующим этапом нам нужно подключить Google Аутентификатор. Это программа на вашем смартфоне. С ее помощью вы защищаете свой аккаунт на бирже от взлома, несанкционированного подключения, вывода средств и других неприятностей. Кто впервые слышит о такой программе, в 2 словах это что-то типа дополнительной защиты, похожее на то, как вы входите в свой банковский аккаунт и подтверждаете вход через СМС. Только СМС могут перехватить тем или иным способом, например, через оператора сотовой связи или еще более сложный способ развертывания базовой станции рядом с вашим компьютером и телефоном. А вот о перехвате кодов из Google Аутентификатора пока никто не слышал. Все солидные финансовые сервисы используют именно такой способ защиты. Без подключения Google Аутентификатора, по-другому называется 2FA защита, биржа не даст сделать практически ни одно важное действие. Создание субаккаунтов, API-ключей, вывод средств. Поэтому скачиваем приложение и готовимся к использованию. Как подключить? Открываем на бирже наш аккаунт, переходим в раздел «Безопасность». Аккаунт «Безопасность». Здесь напротив графы «Двухфакторная Google аутентификация» выбираем «Настройки». На нашу почту отправляется код, который необходимо ввести. Вводим код и попадаем на окно «Настройки Google 2 аутентификации». Далее на телефоне открываем Google Play. Это для Android, или Apple Store для iPhone. Находим программу Google Аутентификатор. Загружаем ее. У меня она уже установлена, я открываю. Появляется окно. Нам нужно добавить новый код. Нажимаем плюсик. И тут можно либо отсканировать код, который предоставляет нам биржа, либо ввести ключ настройки. Вот этот ключ, который у нас здесь обозначен. Можно его сохранить. Он может потом пригодиться, если мы по каким-то причинам утратим доступ к Google аутентификатору. Но удобнее просто отсканировать. Нажимаем «Сканировать» на телефоне. Сканируем. И у нас появляется наш первый 2FA код. Этот код нужно ввести в окне. Введите код Google аутентификатора на компьютере. Нажимаем «Подтвердить». Все, мы настроили
двухфакторную Google аутентификацию. Какие проблемы могут тут возникнуть? Иногда время на телефоне и на компьютере отличается буквально на несколько секунд. Достаточно отличия в 2, 3, 4 секунды, и код, который мы вводим, который мы видим в программе Google Аутентификатор, может не подойти. Если у вас такая ситуация, обязательно проверьте точность синхронизации времени компьютера и вашего смартфона. После создания защиты через Google Аутентификатор, она называется 2FA, авторизация, нам нужно создать API-ключи для торгового бота. Поскольку мы сначала создаем бота для демо-торговли, начнем именно с этого. Важный момент. Позже, после того, как вы создадите и запустите первого бота, вам, возможно, захочется поэкспериментировать с настройками. Делать это лучше в субаккаунте, а не в вашем основном аккаунте. Субаккаунт – это дополнительный аккаунт, привязанный к вашему основному. Таких субаккаунтов у вас может быть несколько. Для каждого бота нужен свой независимый субаккаунт. И тут главное не запутаться, поэтому рекомендую завести вам четкую, хорошо организованную систему хранения информации о субаккаунтах, их API-ключах, Bybit ID для каждого субаккаунта. Итак, создаем первый субаккаунт. Субаккаунт создается из личного кабинета на бирже. Нажимаем на значок клиента. И здесь мы видим «Перейти, создать аккаунт», в виду субаккаунт. Нажимаем «Создать», придумываем имя. Имя лучше всего придумать какое-то простое с цифрой, равной порядковому номеру вашего субаккаунта. Назовем это SubAC1. Здесь выбираем единый торговый аккаунт. Запрашивать пароль при входе не устанавливаем. Пароль при входе он не дает никакой дополнительной защиты, но впоследствии усложнит вам процесс переключения между субаккаунтами. Нажимаем «Подтвердить». И тут опять нам нужно получить код на почту и ввести 2FA код. Нажимаем «Отправить код подтверждения», без этого код не отправляется. И вводим число, которое мы получим в наш почтовый ящик. Изредка, очень изредка так бывает, что код не приходит, нам нужно повторно запросить его отправку. Но сейчас код пришел, вводим его и далее берем код, который отображается в программе Google 2 Аутентификатор. Нажимаем следующий шаг. Итак, мы видим, что у нас субаккаунт успешно создан, и система предлагает нам перевести средства из основного аккаунта, если они там есть, на субаккаунт. Но нам сейчас это не нужно. Смотрим в личном кабинете, что у нас появился субаккаунт. То есть мы создали субаккаунт 1. Записываем в наш файлик, где мы будем хранить информацию, записываем название субаккаунта и Bybit ID. Вот он по этой кнопочке, можно скопировать его в буфер обмена. Нажимаем и переключаемся на программу, в которой мы будем хранить данные. Я буду их хранить в обычном блокноте, чтобы это было нагляднее. Вы можете использовать любую другую программу. Значит, сюда я вписываю наш Bybit ID, название субаккаунта SubAC1, и далее нам нужно создать API-ключи для торговли, для работы бота. Но поскольку мы вначале планируем создать бота на демо-аккаунте, для демо-торговли, не на реальные деньги, а на средства, которые выдает нам биржа для того, чтобы потренироваться, нам нужно перейти в режим демо-торговли. Это происходит при нажатии кнопки в разделе «Инструменты» при выборе пункта «Демо-трейдинг». Нажимаем «Демо-трейдинг» и переходим в режим демо-торговли. У нас в левом верхнем углу специальная плашечка появляется «Демо-трейдинг». А также вот здесь белая кнопочка «Перейти на торговлю в реальном времени», то есть на реальные деньги. Если мы ее нажмем, мы вернемся в режим торговли на реальные деньги. Но нам сейчас нужно попробовать торговать в режиме демо-торговли. Если мы выберем
Bybit личный кабинет, то мы видим здесь, что у нас уже другой Bybit ID. Мы нажимаем на кнопку копирования, и этот Bybit ID для демо-торговли на субаккаунте 1 вписываем в наш блокнотик. Как видите, Bybit ID другой. Теперь нам нужно для субаккаунта 1 демо создать API-ключи. API-ключи создаются в личном кабинете по кнопочке API. Нажимаем. И здесь у нас есть кнопка «Создать новый ключ». Нажимаем на «Создать новый ключ». Выбираем API-ключи, созданные системой. Заносим сюда произвольное название. Скажем, SUB1 демо. Это название чисто вспомогательное, чтобы нам проще было ориентироваться, когда у нас много ключей, много субаккаунтов. Нам проще будет ориентироваться. Никакой функциональной нагрузки это название не несет. Далее выбираем режим чтения-запись. Этот чекбокс оставляем пустым. Нет ограничений по IP, как вы хотите. Для начала я вам рекомендую оставить «Нет ограничений по IP». Потом, когда вы будете лучше разбираться, что это такое, вы сможете переключиться. Здесь выбираем единый торговый аккаунт, ставим везде галочки в чекбоксах, которые есть в едином торговом аккаунте. А вот здесь все чекбоксы оставляем пустыми. С помощью этих API-ключей, если эти чекбоксы не задействованы, никто не сможет вывести деньги с нашего аккаунта на другой аккаунт и не сможет никак их обменять на какие-то другие монеты. Далее нажимаем «Отправить» и видим, что у нас созданы API-ключи. Название API-ключей, как мы ввели в предыдущем пункте SUB1 демо. Есть API-ключ, он состоит из 20 символов. Нажимаем «Копировать» и вносим его в наш блокнот. Сразу за Bybit ID. Вот этот ключ. Далее копируем секретный ключ API. Копировать. Также заносим его в блокнот. Впоследствии эти ключи нам нужны будут, чтобы подключить торгового бота. Не забываем нажать кнопку «Сохранить». Сохранили. И только после этого мы можем нажать кнопку «Подтверждаю». Эти API-ключи больше биржа вам никогда не покажет, кроме API-ключ вот короткие. Секретный API-ключ биржа больше не покажет. Поэтому проверьте, что вы сохранили ваш файлик, в котором вы храните API-ключи, и только после этого нажимаете «Подтверждаю». Вот у нас создан первый API-ключ. Обратите внимание, дней до истечения 89. Любой API-ключ на бирже Bybit действует 90 дней. Через 90 дней он перестает работать. Его нужно будет продлить. Как продлить? Вы можете посмотреть либо на сайте CryptoResource, либо в документации биржи, либо задать вопрос в моем телеграм-канале. Чтобы впоследствии создать API-ключи для торговли в режиме реального времени, на реальные деньги, нам нужно вернуться в режим торговли в реальном времени. Вот так переключиться. Биржа нам напишет, что мы перешли в режим торговли на реальные деньги. Здесь у нас API-ключей нет. Здесь нужно будет создать новый ключ. Но пока мы этот пункт оставим. Сейчас наша задача создать бота для торговли в демо-режиме. Итак, первый шаг завершен. Мы зарегистрировались на бирже, прошли проверку нашей личности, создали субаккаунт, создали API-ключи на бирже Bybit. Первый шаг завершен. Теперь переходим к следующему шагу, непосредственно к созданию торгового бота. Бот – это программа, действующая по четкому алгоритму, которая через API-ключи в нужный момент открывает, а в нужный момент закрывает сделку, и вы получаете профит. Программа, ее часто называют скрипт, как и любая другая, работает на компьютере. И тут возникает вопрос, какой компьютер выбрать для этих целей. Можно ли использовать домашний компьютер или ноутбук, или нужно покупать новый мощный компьютер?
Можно и то, и другое, но лучше всего использовать ваш личный выделенный виртуальный компьютер, так называемый VDS-сервер, который работает в дата-центре. Да, это платно, это минус, но плюсы значительно перевешивают. Первое. Это непрерывная работа. Бот должен торговать круглосуточно. И если ваш домашний компьютер выключится или интернет пропадет, вы потеряете деньги. Второе. Стабильное соединение. Выделенный сервер находится в дата-центре, у которого скоростной канал в интернет, обычно не менее 1 гигабита в секунду, и низкий пинг 1-5 миллисекунд против 30-50 миллисекунд с домашнего компьютера. Третье. Безопасность. Ваш домашний IP не светится в биржевых логах. Если вас взломают, злоумышленник никак не узнает, где вы живете. Четвертое. Автономность. Даже если у вас отключат свет на сутки, бот продолжит работать, так как дата-центры имеют генераторы резервного питания. То есть надежность дата-центра и компьютера, выделенного сервера, размещенного в нем, 99,9% против 70-80% у домашнего компьютера. И, наконец, плюс, который целиком перевешивает минус – экономия. Это не дороже, чем эксплуатация домашнего компьютера даже только по затратам на электричество. Ну, посчитайте сами. 24 часа, 150-200 Вт в час потребления компьютера, это 3,5-5 киловатт в день, это от 20 до 40 рублей в сутки только на электричество, не считая стоимости самого компьютера и затрат на поддержание его работоспособности. Новички и люди, далекие от IT-сферы, могут возразить, что это очень сложно, что нужно знать Linux и подобные операционные системы. Но я вам покажу, что для запуска бота эти знания не нужны совсем. Буквально за 1-2 минуты, без каких-либо дополнительных знаний, просто повторяя за мной, вы сможете запустить такой сервер и установить на него готовый скрипт бота. Для размещения скриптов своих ботов я выбрал сервер компании First VDS. Моя реферальная ссылка есть в описании. Заходим на сайт First VDS и регистрируемся. Этот сервер имеет гигабитный безлимитный канал в интернет и проверенную временем надежность работы. Компания неоднократно становилась призером различных конкурсов: Хостер года, Креатив года, Национальная премия ЦОДы РФ. Одним словом, надежный и проверенный временем партнер, о выборе которого вы не пожалеете. Вы можете выбрать другого поставщика услуг или вообще отказаться от ВДС, но я показываю самый короткий и надежный путь решения нашей задачи – запуск торгового бота. Итак, заходим на сайт ВДС по ссылке, нажимаем кнопку «Войти». Здесь выбираем «Регистрация». Заполняем необходимые поля, придумываем надежный пароль, отмечаем, что вы не робот, галку «Согласен получать письма об услугах и акции» рекомендую поставить, поскольку компания часто проводит акции со снижением стоимости своих услуг. Нажимаем «Зарегистрироваться». После прохождения регистрации попадаем на главную страницу компании First VDS. Нам нужно приобрести сервер. Если вы зашли по моей реферальной ссылке, то вы получите сразу скидку 25% на оплату аренды сервера. Мы зашли по реферальной ссылке, и у нас высвечивается 25%. Нам нужно выбрать виртуальный сервер, готовые серверы, и далее выбрать модель, выбрать сервер. Выбираем модель «Разгон», добавляем в корзину. Именно сервер с такими параметрами идеально подойдет нам для запуска нескольких ботов. Далее переходим в корзину и видим, что у нас здесь сервер, но с подпиской на 3 месяца. Нам пока 3 месяца не нужно. Нам нужен 1 месяц, чтобы все попробовать. А дальше мы уже решим, стоит этим заниматься или нет. У нас сейчас выбран двухъядерный сервер. Оперативная память 4 гигабайта, жесткий диск NVMe, это тип памяти в жестком диске, 60 гигабайт. Также нам нужно немножко настроить наш тариф. Здесь мы выбираем обязательно операционную систему Ubuntu 24.04. У нас бесплатно на первый месяц включен ISP Manager 6 Lite, программа для установки каких-то программ и скриптов.
Резервное копирование у нас выключено, оно нам в принципе не нужно. Защита сервера нам тоже не нужна. Канал в интернет рекомендую включить до 1 гигабита в секунду. Это 32 терабайта в месяц, более чем достаточно. Тем более, что это бесплатно. Количество IP адресов V4 у нас 1, нам больше не нужно. И IPv6 подсеть нам тоже не нужно, выключить. Все это сворачиваем и переходим к оплате. Нажимаем «Оплатить». Далее выбираем способ оплаты. Как видите, у нас применилась скидка. Выбираем способ оплаты картой, банковским переводом, Сбербанк онлайн или какие-то другие более удобные для вас способы. Я выбираю картой и перехожу к оплате. После успешной оплаты сервер куплен. Возвращаемся на главную. После поступления оплаты проходит несколько минут, 2-3 минуты, пока сервер автоматически настраивается и запускается. Пока сервер запускается, идем на сайт cryptoresource.com. Предполагаю, что вы там уже зарегистрировались. Открываем раздел «Документация» в левом нижнем углу. И тут выбираем путь Linux, установка торгового бота, Linux, сервер, настройка и запуск. Сразу переходим к пункту 3, так как все пункты до пункта 3 мы уже с вами сделали. Нам нужно проделать те действия, которые описаны в пункте 3, пароль доступа к серверу. Тут приведены скриншоты сайта First VDS, и нам нужно повторить эти действия. Давайте это сделаем. Возвращаемся на сайт First VDS. Заходим в личный кабинет напротив нашей учетной записи. Раздвигаем левое меню. Выбираем товары, виртуальные серверы. И видим, что для нас уже создан и запущен виртуальный сервер. У него есть ID, показана какая операционная система, стоимость, ежедневное списание и вот самое главное IP-адрес. Он нам понадобится в дальнейшем. Копируем его. Можно опять же в наш блокнотик, в котором мы храним все важные данные. Далее нам надо установить пароль для доступа к серверу. Поэтому нажимаем либо вот эту кнопочку «Перейти», либо вот здесь 3 точки «Перейти». Все равно. Нажимаем «Перейти» и попадаем на наш сервер. Здесь опять нажимаем следующие 3 точки и выбираем пункт Change Password, изменить пароль. Это пароль доступа к серверу для последующей установки скрипта. Вводим сложный пароль. Рекомендую отнестись к выбору пароля максимально ответственно. Были случаи, когда пользователи устанавливали простейшие пароли, которые легко взламывались. Затем на сервер устанавливались вредоносные скрипты. IP сервера, ваш IP, попадал в черные списки и блокировался. И сервер переставал работать с биржей. Чтобы найти такую проблему, придется потратить много времени и сил. Думаю, никому это не нужно. Копируем пароль по этой кнопочке. Не забываем сохранить. Сохраняем пароль в нашем блокнотике. Он нам понадобится при настройке торгового бота. Итак, сервер мы запустили, установили пароль для доступа к этому серверу, запомнили его IP и этот пароль. Теперь возвращаемся в раздел «Документация» на сайте CryptoResource и выполняем действия, которые описаны в пункте 4 «Быстрая установка бота» и в следующем пункте 5. На сайте CryptoResource нажимаем кнопочку «Download» или «Скачать» и выполняем те действия, которые были описаны в документации. Нажимаем «Установка в один клик», вводим сохраненный адрес сервера и пароль, ставим галочку «Я понимаю риски, связанные с торговлей» и нажимаем кнопку «Начать установку». Установка скрипта бота запущена. Через пару минут скрипт бота будет установлен. На вашем виртуальном сервере создается и запустится сервис systemd algo bot сервис. Он запускается каждый раз автоматически при старте сервера и при перезагрузках. Вам не нужно об этом думать. Управлять работой бота
вы будете из своей панели управления в личном кабинете на сайте CryptoResource. Понять, что вы все сделали правильно. Для этого нужно через некоторое время, там 3, 4, 5 минут, посмотреть в правый верхний угол экрана, и здесь вы увидите статус ОК. Значит, все работает и скрипт бота установлен. Еще забыл сказать про один маленький лайфхак. Когда мы выбирали сервер и добавляли его в корзину, нам автоматически в список услуг бесплатно добавился ICP Manager 6 Lite на 1 месяц. Он нам нужен был только на период установки скрипта бота, и впоследствии он нам совершенно будет не нужен. А через месяц за него начнут также списываться деньги с вашего баланса в компании First VDS. Поэтому рекомендую вам через 3-4 недели написать в техподдержку First VDS с просьбой удалить ICP Manager из списка оплачиваемых услуг. Я не нашел, как это сделать самостоятельно, поэтому получилось сделать только через техподдержку. Отправить им запрос, и они удалят эту услугу. Она вам не нужна. Итак, мы почти у цели. Мы зарегистрировались на бирже Bybit, запустили личный виртуальный сервер, установили и запустили скрипт торгового бота. Все работает. Статус окей. Но сам бот еще не запущен и не работает. Есть только скрипт на сервере, который ждет ваших команд согласно торговой стратегии. Нам осталось создать экземпляр конкретного вашего бота, прописать ему правила работы и запустить. На многих подобных сервисах это самый ответственный и сложный этап. Придумать, создать, правильно настроить стратегию, то есть правила работы, и передать их боту. Ошибки здесь недопустимы. Они приведут либо к потерям средств, либо к малоэффективной работе бота. В итоге разочарование и мысли вроде крипта, скам и прочее. И наоборот, правильно настроенные правила дадут вам солидный профит, ради которого вы и смотрите это видео. Поэтому главное и неоспоримое преимущество сервиса CryptoResource заключается в том, что вы можете настроить бота на максимально прибыльную работу буквально за 2-3 минуты. Сейчас я покажу, как это сделать. Итак, создаем вашего первого бота. Для этого находим кнопку «Активировать автотрейдера». Это так создатели сервиса назвали торгового бота. Нажимаем ее. У нас появляется меню для создания бота. Придумываем какое-то имя своему первому боту. Поскольку это бот для торговли в демо-режиме, рекомендую первой буквой имени взять букву D, скажем D Start 1. Что-нибудь такое. Далее выбираем тип бота. Рекомендую выбрать бота ST-бот. Это шортовый бот, который работает по стратегии Pump и Dump. И впоследствии вы увидите, что 99% ботов, работающих в сервисе CryptoResource, они именно ST-боты. Сейчас просто повторяйте мои действия. ST-бот. Продолжить. Далее выбираем биржу. Пока у нас доступна только биржа Bybit. Binance и Binx впоследствии будут добавлены. Дальше. Здесь мы вводим те API-ключи, которые мы получили на этапе создания API-ключей на бирже Bybit. Берем API-ключ, копируем его в поле API-ключ. Далее берем секретный API-ключ и копируем его в поле API секрет. Выбираем режим демо-торговли. Потом, когда будете создавать бота на реальные деньги, здесь нужно будет выбрать пункт торговли на реальные деньги. Но сейчас у нас демо-торговля. И нажимаем кнопку Continue. Далее соглашаемся с условиями и нажимаем кнопку Отправить. Итак, наш первый бот был успешно создан. На первом этапе пока убираем активность бота и отключаем разрешать открытие новых позиций, пока у нас для бота не задана стратегия его работы. Сейчас нам нужно ему сообщить правила, по которым он будет торговать, то есть передать ему стратегию. Самое простое сейчас для вас, чтобы не погружаться в документацию по настройке этих правил, взять готовую стратегию одного из уже работающих и прибыльных ботов на этом сервисе. Для этого нажимаем кнопку «Готовые боты», она в левом верхнем углу.
ботов много, поэтому подгружаются не очень быстро. Готовые боты мы можем отсортировать по различным параметрам. Топ-доход за 30 дней, топ-доход за 7 дней, топ-доход за 24 часа. Боты с осторожными входами на маленькую позицию. Или наоборот, боты с агрессивным входом. А также боты, которые работают достаточно долго, несколько месяцев. По каждому боту мы можем посмотреть его параметры торговли. На какую сумму, какой депозит используется для торговли. Здесь показаны только боты, которые работают на реальные деньги. Какой депозит используется, какой сейчас баланс маржи, на какую сумму бот открывает позицию. Вот скажем, этот бот на 2,51%, этот бот на 0,85%. Боты с агрессивными входами открывают гораздо большие позиции, 10%, 4%, 5% от депозита, но это с учетом плеча. Далее, по каждому боту из представленных в топе мы можем посмотреть его доходности за 1 день, за 7 дней. А если мы откроем по кнопке «Статистика» более длинную статистику, посмотрим, как бот торговал на протяжении месяца. Здесь по каждому дню показано количество сделок, синяя линия, и тот доход, который бот принес при закрытии сделок за конкретное число. Скажем, вот этот бот принес за это число $27,8 и совершил 107 сделок. Но здесь не учитывается комиссия, которую сервис CryptoResource берет в качестве оплаты за предоставляемые услуги. Здесь по дням видно, какой доход принес бот в тот или иной день, сколько он заработал всего, какой убыток, какой чистый профит в данном случае за февраль и сколько данный бот зарабатывал за 1 день в феврале. Здесь мы видим наиболее часто торгуемые монеты. Скажем, ARK USDT принес доход $18,69, и по этой монете было совершено 57 трейдов в феврале. Ну и так далее. Вы сможете самостоятельно посмотреть и поизучать. Допустим, мы хотим создать бота, который торгует по этой же стратегии. Мы делаем очень простые 2 действия. Мы экспортируем настройки вот этого конкретного выбранного бота по кнопке «Экспорт настроек». Они сохраняются в файл у вас в загрузках, а потом при создании своего бота и при выборе стратегии, по которой он будет торговать, вы сможете по кнопке «Мои торговые боты». Я открываю наш созданный первый бот, который торгует на демо-деньги. Это видно мне сразу из названия D, старт 1, так мы назвали бот. Он не совершил, понятно, что еще ни одного трейда. У него доступно 99 965 тысяч долларов. Это как раз 100 тысяч USDT, которые предоставляет биржа Bybit для демо-торговли. В данный момент бот не имеет никаких открытых позиций, он не начал торговать, бот не активен. Что мы делаем? Нам нужно загрузить те настройки, которые мы сейчас сохранили от другого бота, и передать их в наш бот. Для этого мы нажимаем кнопку Choose File, выбрать файл, и нажимаем кнопку Import. Все, настройки для нашего бота загружены. Что нам нужно сделать дальше? Несколько очень маленьких действий по настройке бота перед тем, как мы запустим его на торговлю. Открываем вкладку «Настройки». Здесь выбираем «Главные». Здесь мы видим те API-ключи, которые мы вводили. Здесь мы можем написать какие-то комментарии, на каком аккаунте этот бот, на каком субаккаунте, ну и какую-то другую информацию, которая для нас важна. Дальше поставим флажок «Разрешить удаленное обновление приложения». Что это значит? Когда сервис CryptoResource выпускает новые версии скрипта-бота, установка этой клавиши в положение «Включено» разрешает удаленные обновления вашего бота. Дальше здесь есть 2 кнопочки «Бот активен» и «Разрешать открытие новых позиций». Это как раз те кнопки, которые дублируют вот эти переключатели. Бот активен, разрешать открытие новых позиций. Поэтому здесь их можно пока не ставить, мы потом включим это
непосредственно уже вот с помощью этих переключателей. Сохраняем все изменения, которые мы сейчас только что сделали. Далее я вам покажу, как управлять основными настройками бота. Все настройки выполняются через вот эти подменю. Главное, мы только что смотрели, и сейчас мы находимся в этом подменю. Лимиты. Здесь мы задаем процент входа для открытия одной позиции. Здесь сейчас настроено 4%. Если в будущем вы начнете торговать на маленькую сумму, но на реальные деньги, скажем, на $100, то поскольку у биржи Bybit существует минимальная сумма для открытия позиции, а она равна $5, то здесь нужно поставить с запасом сумму чуть большую. Я бы поставил здесь 6, чтобы с учетом каких-то округлений у вас позиция точно открылась. И тогда уже здесь поставите флажок «Использовать фиксированный размер входа». А сейчас мы торгуем на большую сумму, правда, демо денег, $100 000. И поэтому здесь мы задаем процент от этой суммы для открытия позиции. И поэтому этот флажок не ставим. Далее здесь мы задаем кредитное плечо, максимальное число одновременно открытых позиций и максимальное количество денег, маржи, которое будет задействовано в этих открытых позициях. Также вносим изменения, если надо, и нажимаем кнопку «Сохранить». Следующее подменю – это фильтр тех монет, которые мы будем использовать для торговли. Здесь мы можем задать минимальный объем торговли по этой монете на бирже. Здесь вот сейчас $1 миллион. То есть если объем торгов за сутки на бирже меньше, чем $1 миллион, эта монета не принимается для торговли нами. И максимальный объем. Дальше можем выбрать группу тикеров, то есть монет, которые мы будем использовать для торговли. Скажем, мы можем исключить тикеры из зоны инноваций. Это очень волатильные монеты, и на которых мы не хотим попасть на большую волатильность. Либо наоборот, создать бота, который будет торговать только эти монеты. Также есть флажок «Торговать только активами копи-трейдинга», то есть теми монетами, которые используются на бирже для торговли по системе копи-трейдинг. Как правило, это более стабильные монеты, но тем не менее достаточно волатильные. Или наоборот, исключить такие монеты из списка. Дальше у нас есть белый список монет и черный список монет. В черный список через запятую включаются те монеты, которые мы исключаем из автоматической торговли ботом. Посмотрите в документации, что означают эти списки, более подробно. Далее есть флажок «Автодобавление в черный список монет, которые попадают в делистинг с биржи», то есть делистятся с биржи. Чтобы случайно не открыть позицию на такую монету, эта монета вносится в черный список автоматически. Далее минимальное изменение цены за 24 часа. Если цена на монету за последние 24 часа сильно упала и находится фактически уже внизу, то мы можем также ограничить торговлю по этой монете, то есть не брать ее для открытия позиций. Если монета сильно упала, то какой смысл торговать ее на понижение? С большой вероятностью она начнет расти, и наша позиция будет в минусе. Поэтому мы ограничиваем. Если монета упала в данном случае на 5% за сутки, мы ею не торгуем. Далее, минимальный интервал фандинга. Если вы не знаете, что такое фандинг, советую вам посмотреть любое видео по фандингу. Коротко, это плата, которую платят либо обладатели лонговых позиций обладателям шортовых позиций, либо наоборот, обладатели шортовых позиций, то есть на понижение, платят обладателям лонговых позиций. Когда интервал фандинга маленький, 1 час, то, как правило, есть большой перекос. Либо одни платят другим достаточно большие суммы, либо наоборот, другие платят первым тоже достаточно большие суммы. А когда здесь все спокойно, то обычно интервал фандинга либо 4 часа, либо 8. Поэтому здесь есть также ограничения. Вы можете это ограничение использовать, поставить здесь 4. Но сейчас мы ничего не меняем, я просто вам объясняю, какие возможности у вас есть по настройке бота. Также мы можем исключить монеты новые, которые только-только появились на бирже или появились сравнительно недавно. То есть вот этим числом мы ограничиваем использование для открытия позиций монет, которые появились ранее, чем число дней, которое указано в этом поле. Здесь стоит ограничение 1 год. То есть если монета новая
несколько месяцев или даже полгода эта монета не попадет в список монет, которые мы используем для торговли. Также обратите внимание, что у каждого пунктика здесь есть восклицательный знак, и здесь кратко описано фактически то, о чем я вам рассказываю. Если мы что-то здесь меняем, не забываем нажать кнопку «Сохранить». Давайте пробежимся по остальным пунктам, а подробную информацию вы получите либо в этих подсказках, либо в подробной документации по настройке ботов. Take – это процент профита, при котором открытая позиция закрывается. У нас есть различные сентименты рынка, то есть какой сейчас рынок? Медвежий, как сейчас написано bear. Он может быть нейтральный, когда непонятно, большинство монет растет или падает, что-то среднее. И рынок лонговый, здесь будет написано bull, и цвет будет зелененький. Так вот, для разных фаз или сентиментов рынка мы можем выбрать разные проценты закрытия профита. Далее у нас есть вход, то есть условия для открытия позиции. Здесь очень много настроек, не буду рассказывать про каждую из них, посмотрите в документации. Также настройки разные для разных фаз рынка, для медвежьего, нейтрального и бычьего рынка, и для разных таймфреймов. Усреднение. Здесь мы можем задать, сколько раз мы будем усреднять монету, если позиция пойдет не в нашу сторону. Максимально возможно, насколько я знаю, 4 усреднения, но это достаточно много и опасно. Поэтому вот в данной стратегии, в данной настройке используется 2 усреднения. Видите, включено первое усреднение и второе усреднение. Также здесь задаются разные таймфреймы, разные интервалы фандинга и значения фандинга. Также здесь введена недавно настройка, связанная с фандингом, когда можно усреднять, а когда нельзя в момент начисления фандинга. Это уже тонкости, которые вы сможете почитать либо в документации, либо в достаточно интересном блоге на сайте CryptoResource. Что мы еще не затронули? Трейлинг. Мы закрывать позицию можем как по лимитному ордеру, так и по ордеру, который называется трейлинг стоп. То есть, когда цена идет в нашу сторону, мы видим профит, мы можем задать минимальную цену закрытия. То есть, когда цена идет в нашу сторону, мы можем закрытие сделать более гибким и зафиксировать больше профит, чем при тейке, до которого цена может и не дойти, развернуться и пойти обратно. А здесь гибкая система, которая позволит нам и зафиксировать профит, и избежать ситуации, когда монета была в профите, мы не закрыли, надеясь, что получим еще больше профита, она развернулась и пошла в обратную сторону, и мы начали получать убыток. Чтобы этого не было, используется так называемый трейлинг. Какие здесь еще настройки? Стоп-лосс. Мы устанавливаем стоп-лосс, и когда он активируется. Также у нас в меню настроек бота есть возможность отправки уведомлений в Telegram. В наш Telegram, для этого нужно создать Telegram-бота. Все это описано в документации. Также есть уведомления в Telegram о закрытии позиций, о том, что количество денег, задействованных в позиции, у нас больше, чем заданный лимит в процентах. Также можно создать Telegram-канал, который будет все наши сделки публиковать в этом Telegram-канале. Здесь мы можем посмотреть всю информацию о закрытых профитных сделках. Здесь о списаниях сервиса CryptoResource за свои услуги. И здесь у нас будет доступна статистика, ту, которую я вам показывал по другому боту. Далее, когда вы будете торговать не в демо-режиме, а на реальные деньги, рекомендую вам включить вот этот переключатель. При этом немножко на 4% снижается ваша комиссия. Что делает этот переключатель? Он позволяет опубликовать всю информацию о вашем боте, статистику его работы, прибыльность, закрытые профиты и так далее. То, что мы видели как раз на странице готовых ботов и где мы брали готовую стратегию. Но сейчас мы по выбранной нами стратегии запускаем бота, включаем кнопочки «Бот активен», «Разрешить открытие новых позиций», и бот начинает работать. Как видите, пока мы записывали видео, поскольку у меня работают другие боты,
Сейчас бот ждет подходящего момента для открытия прибыльной позиции. И как только позиция будет открыта, здесь мы увидим по кнопке «Обзор» список открытых позиций, те параметры, которые у этих позиций получаются. Объем, фандинг по данной монете, период фандинга, точку входа, текущую прибыль, сколько фандинг начислено с момента открытия позиции и так далее. Когда ваш бот заработает, вы все это увидите. Ну вот, собственно говоря, и все. Мы с вами прошли все шаги от регистрации на бирже до запуска первого торгового бота, пока торгующего в демо-режиме. Понаблюдайте за его работой. Можете создать несколько ботов. Напоминаю, что для каждого бота нужен свой суб-аккаунт, работающий в режиме демо-торговли. Поиграйтесь с параметрами, со стратегиями, загрузите стратегии от других ботов, посмотрите результаты. Посмотрите, как влияют те или иные параметры в настройках на результативность бота. И только после этого рекомендую вам открывать торговлю на реальные деньги. Когда вы немножко окунетесь в эту тему, поймете, какие настройки на что влияют, вот тогда можно переходить к торговле на реальные деньги. Как я уже говорил в начале видео, пользователям, которые зарегистрируются на сайте CryptoResource по моей реферальной ссылке, я дам стратегию, то есть как раз вот тот файл для загрузки, которая принесла мне доход более 120% за практически месяц торговли. Вы сможете повторить похожий результат на своем боте. Показываю вам результаты работы этого бота. Он работает 1 месяц на данный момент. Вот его позиции, которые сейчас открыты. Вот его последние сделки. Значит, бот начинал с тех же 100 тысяч. Сейчас у него баланс 267 тысяч. Свободных денег 208 тысяч. Остальные 59 тысяч в позициях. Вот как раз это и показано, что сейчас нереализованный профит 58 801. Открыто 29 позиций из 30 максимально возможных. Значит, за 30 дней бот заработал 168 тысяч чистого дохода. За 24 последних часа 6819 долларов. За 7 дней 18 825. Вот его статистика по дням. Последние дни рынок неопределенный, поэтому доходность немножко ниже, но все равно 1300. Вчера 6400. Самый рекордный день был 19650. Это за последний месяц. Значит, профит за февраль 101 339 долларов, убыток 0 долларов, чистый профит 101 339, в среднем 3619 долларов в день. То есть получается в день от вложенной суммы больше 3% в день. Но сейчас баланс данного бота уже гораздо больше, поэтому получается в среднем где-то 1,5% в день. Надеюсь, что те, кто загрузит стратегии такого бота, смогут торговать с такими же результатами. На этом все. Жду ваших комментариев и мнений. Мы не разобрали в этом видео вопросы подключения Telegram-ботов для уведомления о сделках и других событиях, а также подробности тонкой настройки параметров работы бота. Если я увижу достаточную заинтересованность зрителей, запишу подробное видео по этим темам. Всем удачи и прибыльной торговли. И в конце обязательный дисклеймер. Криптовалюты – это высокорискованный актив. Помните об этом. Есть вероятность, что вы можете потерять все вложенные средства. Поэтому торгуйте только на деньги, которые готовы потерять.